Каждое какое-то маленькое действие, которое я делаю здесь самостоятельно, для меня достижение. У меня было просто очень много романтизации своей жизни здесь. Это мне плохо, это я переехала. У них-то ничего не изменилось, у них все хорошо. У меня будут проверять уровень языка и вообще интеграцию во французскую культуру. Мы поженимся завтра. Я очень хочу поесть во вкусную точку. Всем привет! Это новый выпуск нашего проекта «Новейшая волна», где мы рассказываем историю российской миграции. И сегодня у нас в гостях Настя, жена Луи, нашего соавтора проекта. Будем разговаривать про переезд по замужеству, как получить визу жены, что такое отношения на расстоянии, и, конечно же, поговорим о планах, карьере и так далее. Всем привет! Я очень рада тут сегодня быть. Наконец-то я дождалась. Я постоянно была за кадром. И сегодня, наконец-то, вот я в кадре. Настя наш оператор, к слову, если кто-то не знал. Настя, можешь, пожалуйста, рассказать, где мы находимся, что это за гора? Мы находимся в городе Сануа, где мы с Луи живем. И это такая смотровая площадка. Здесь прекрасный вид на Эйфелеву башенку, даже там видно Монмартр. И я не помню, как называется, деловой район. Ля Дефанс. Ля Дефанс. Для меня это место знаменательно, потому что когда я сюда приехала осенью, в первый же вечер мы сюда с Луи пошли, наслаждались закатом. Очень такое место силы, да, для меня. Вот. Можешь немного рассказать о себе, что ты делала в России, как вы встретились с Луи? С Луи мы познакомились в 2022 году на Тиндере. Довольно быстро мы как-то начали общаться, встречаться. Как-то у нас все так очень быстро завертелось, закрутилось. И мы еще изначально думали про то, что, может быть, когда-то мы переедем во Францию, не думали, что будет так скоро. А вообще в Москве я училась и учусь в высшей школе экономики на бренд-менеджера в сфере моды. То есть я не дизайнер, а скорее просто про бизнес-историю в сфере моды. И ты еще заканчиваешь университет, правильно? Да, я сейчас на 4 курсе, через несколько месяцев защищаю диплом, и все, мой бакалавриат закончен. Что вообще произошло, на твой взгляд, в мае 2024 года? Потому что Луи, когда рассказывал, был довольно сдержанный в своем выпуске. Расскажи, как это выглядело с твоего вообще вида. Я очень хорошо помню этот день, потому что когда Луи пошел в военкомат, я очень сильно нервничала. И, до этого он ходил в военкомат, и у меня никогда не было такой тревоги, как в тот день, как будто бы я что-то знала, что что-то случится. И он приехал, и, как ни странно, когда он мне сказал о решении военкомата, мы не запаниковали, то есть Луи там что-то лег поспать, я переписывала с подружками, что на следующий день мы увидимся, то есть не было какой-то паники, и только спустя несколько часов как будто пришло какое-то осознание, что нужно что-то делать, и буквально в течение нескольких часов приняли такие судьбоносные решения, как то, что Луи переедет, и то, что мы поженимся завтра. Как это вообще было? Луи сделал тебе предложение? Это было забавно, потому что когда мы шли к метро, чтобы ехать к родителям Луи, мы одновременно подумали о том, что как будто бы происходит какая-то странная история, и на всякий случай для урегулирования всяких юридических вопросов лучше нам узаконить наши отношения. И буквально мы приехали к родителям Луи, об этом сказали, все восприняли эту новость хорошо, радостно, даже в таких обстоятельствах. А на следующее утро я поехала в магазин покупать нам кольца. И Луи на тот момент уже хотел сделать мне предложение и копил деньги на красивое обручальное кольцо, но так все сложилось. В итоге он мне перевел все, что накопил. Я поехала сама, зато сама выбрала себе, зато я полностью довольна. Обратная сторона. Своим помолвочным кольцом. Мы приехали, Луи еще занимался какими-то учебными делами, решал также все вопросы, связанные с переездом. Я собиралась в ЗАГС, мы поехали, не знали, поженит нас в этот день или нет, потому что мы не понимали, достаточно, эта повестка — это достаточная причина, чтобы нас поженить в тот же день или нет. В итоге согласились там. Я уже из ЗАГСа всем писала о том, что всем привет, я сегодня выхожу замуж. Все друзья в шоке, родители в шоке.
Хорошо, что мама Луи приехала. Хотя бы какие-то у нас фотографии остались, и просто, что близкий человек с нами был рядом в этот момент. Ну и все, мы приехали. Одни из наших друзей вообще не знали. Мы позвонили им, сказали, приезжайте в гости, у нас есть новость. Они на панике приехали, и мы показали им колечки. Они уже знали про то, что у Луи повестка? Да. И что было дальше после свадьбы? Это было в воскресенье, в понедельник, как ни странно, по-моему, был очень какой-то спокойный день. То есть я поехала в универ, Луи тоже занимался всякими делами. Я не помню, в среду, по-моему, он улетел. Но вот вторник, среда, как ни странно, были относительно спокойные дни. То есть у них какая-то вот эта бытовая рутина успокаивающая присутствовала. И в среду рано утром мы поехали в аэропорт. Я ждала СМС, когда он скажет, что все, он сидит в самолете. Поехала обратно. И все. Какой был план дальше после того, как Луи уехал? У нас уже были у обоих куплены билеты во Францию на июль, потому что мы планировали отпуск. Соответственно, Луи сдал свои билеты, они были возвратные. Я как бы их оставила, потому что я знала, что и так я в июле прилечу. Я не меняла фамилию сначала, потому что у меня уже была сделана виза, и я боялась, что не успеют мне ее переделать, и могут быть какие-то проблемы, поэтому, собственно, в день бракосочетания я оставила свою фамилию. После приезда в конце июля, уже когда я из Франции вернулась в Россию, здесь я побыла 2 недели, и у нас был просто отпуск такой. То есть мы ездили в Ниццу, гуляли по Парижу, все было так очень... Такой медовый месяц у нас был. Я меняла все документы. С загранпаспортом, конечно, мне очень потрепали нервы, потому что фамилия Прюдон пишется не совсем так, как она слышится, и из-за этого возникали определенные проблемы с оформлением документов, но все обошлось хорошо. И далее я подавала документы на визу. А первый раз это была туристическая просто? Да, первый раз это была туристическая, я ее сделала еще вообще до всей этой истории в январе 2024 года. И вот ты сделала паспорт, все готово, но ты еще оставалась в России, правильно понимаю? Да, я еще оставалась в России, так как я делала визу, визу жены уже. И я купила билеты на 22 октября, но я еще не получила визу, но я была уверена, что там все будет хорошо, потому что я была чиста перед законом. Я как-то вообще по этому поводу не переживала. Я оставалась в России, так как я еще учусь в бакалавриате. Я хотела хотя бы... У нас 4 сессии в год, и я хотела хотя бы одну из сессий сдать осенью, то есть в этот приезд, потому что зимнюю и весеннюю сессию я сдавала и сдаю сейчас здесь. Как вообще получилось договориться заканчивать 4-й курс на удаленке? Это огромное спасибо моим преподавателям и учебному офису Высшей школы экономики, школы дизайна, потому что мне просто пошли навстречу. Это не была какая-то схема, я не знаю. Ну, то есть я просто подошла, сказала, что у меня вот такая история. Не вдаваясь в подробности, просто сказала, что я сейчас делаю документы для вида на жительство во Франции. Мне нужно пробыть в стране. И плюс у нас довольно распространенная практика и так подключаться к парам онлайн. То есть если кто-то из ребят болеет или там, какая-то экстренная ситуация, можно договориться с преподавателями, там, на одну пару подключиться. А я вот договорилась на несколько месяцев. Вот. И все прошло хорошо, ни разу не было никаких проблем. Всех вроде все устраивает, но вот... Как вам вообще было 3 месяца на расстоянии? Тяжеловато, но грело душу то, что я и Луи, мы знали, когда я прилечу, уже точные примерно даты, и это очень помогало, особенно когда я уже купила билеты. Все вообще как-то уравновесилось, но мы созванивались, мы вместе смотрели всякие фильмы, сериалы по Зуму, и ну вот созванивались, мне кажется, мы раз 10 в день, хотя бы там, ну, может быть, не на час, но на 5 минут просто узнать, кто как. Вот. Но, наверное, мне было легче, чем Луи, потому что у меня были друзья и родители. И в целом я вот все эти 3 месяца почти что каждый день с кем-то виделась. Сказала, что вы планировали уже переезжать во Францию, но, тем не менее, была ли ты готова переезжать в моменте, в октябре, оставить жить в Москве? Когда
мы только начали встречаться, в какой-то момент встал вопрос о том, что, может быть, когда-нибудь мы сможем переехать. Ну, то есть это все было настолько в далеком будущем, и, конечно, это было очень приятно обсуждать. Тем более я всегда хотела пожить в другой стране какое-то время и, ну, попробовать такой экспириенс. И мне это все казалось очень радужным. Потом, когда еще до всей этой истории мы более подробно начали об этом говорить и примерно выстраивать какой-то план на жизнь, в какие примерно года это может быть, меня начало это пугать. Но, опять же, я себя успокаивала, что, ой, да ладно, это все еще далеко, это все еще не скоро. А в октябре, ну, точнее, даже не в октябре, в мае, получается, когда стало понятно, что все это неизбежно произойдет уже скоро, уже вот в течение нескольких месяцев, конечно, было страшно, но стало более страшно, когда я уже сюда переехала. Вот на месте стало очень страшно. Так, у меня было просто очень много какой-то романтизации своей жизни здесь, которая немножко разрушилась, но в целом все хорошо, потому что главное мы вместе. У нас есть крыша над головой, есть что поесть, и довольно неплохо мы здесь живем. Друзья, большое спасибо, что смотрите этот выпуск. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram. Ваша поддержка очень для нас важна. И продолжаем смотреть выпуск. Настя, жена моя, скажи мне, почему мы находимся в Тюильри? Что это место для тебя значит? Мне очень нравится здесь гулять вместе с тобой, и плюс мне показалось прикольным, что это будет такая отсылка, потому что твой выпуск тоже отчасти был снят здесь. И так как мы, опять же, с тобой часто здесь вместе ходим, мне показалось, это будет довольно символично. Как для тебя прошла адаптация на новом месте, учитывая то, что ты сюда переехала относительно неожиданно, нежданно? Наверное, самое тяжелое для меня, во-первых, это быть здесь без друзей и без родителей, потому что это занимает огромную часть моей жизни, и, в частности, в Москве занимала. А здесь я пытаюсь со всеми держаться в онлайн-контакте, что довольно тяжело. И одна из сложных вещей для меня — это все-таки бюрократические вопросы, потому что в Москве я понимаю, как это работает, и сейчас, как мне кажется, в Москве это очень все легко делается. Здесь я такого не наблюдаю. И вот именно записаться к врачу, получить какой-то документ, это все для меня пока что очень пугающе, страшно и сложно. А что ты чувствовала при переезде сюда? Сначала это было очень занимательно и очень волнующе в хорошем смысле. То есть это какой-то новый мир для меня. И у меня все еще была вот эта романтизация Франции, что я в Париже. Ой, я пойду сейчас есть круассанчики, я пойду в такой-то музей, и вообще все это так классно, а вот эти все бытовые вопросы, это все как-то там далеко, это все там Луи мне поможет, это я как-то потом разберусь. А потом нужно реально с этим разбираться, нужно каждую бумажку ждать по куче дней, пока они по почте ее отправят, когда существуют имейлы все еще в мире. В общем, сейчас скорее это вызывает какое-то раздражение. А что или кто помогал тебе вот при адаптации? Ну, понятно, я, Да, бабушка, но... Да, твоя бабушка очень мне, конечно, помогла, потому что я не знаю, как и без нее, на самом деле, я бы вообще тут существовала, потому что все там какие-то походы в миграционные службы, походы к врачам, вот эти бюрократические моменты, это, конечно, все было на бабушке, и за что вообще я безумно благодарна. А так очень помогает созваниваться с родителями, родной голос. Ну и, конечно же, что здесь относительно быстро мы нашли новых друзей, какую-то компанию. Это очень воодушевляет. Были ли у тебя какие-то, может, ежедневные ритуалы, которые помогали тебе, ну, в быту или, ну... Да, и каждое утро я выхожу либо в магазин, если в магазине ничего не нужно, я просто выхожу прогуляться, потому что меня это как-то бодрит. И несмотря на то, что Сунуа довольно небольшой городок, и сейчас уже я хожу по всем улочкам, которые я знаю, и знаю каждый переулок, все равно это очень как-то меня... Ну вот, да, это как ритуал, что как некая стабильность, я знаю, что я поверну, там будет вот это, что ничего не меняется, это немножко успокаивает. Насколько для тебя было важно
поддерживать связь с друзьями, которые в России? И вот удавалось ли тебе это сделать каким-то Очень вменяемым важно. образом? Очень важно. Иногда, на самом деле, я по этому поводу расстраиваюсь, потому что я понимаю, что если бы я была в Москве, это все было бы гораздо проще, и какие-то вещи я бы, скажем так, узнавала более своевременно. Ну, с некоторыми там подругами, например, я стала общаться гораздо реже. Не знаю, почему это вот так как-то сложилось. С некоторыми я не чувствую какого-то отдаления. То есть, несмотря на то, что мы уже не виделись 5 месяцев почти, они знают, что у меня здесь происходит, я знаю, что у них здесь происходит, и это как-то очень, опять же, да, успокаивает, и верится, что эта дружба еще будет длиться. Я думаю, да. Но вообще, конечно, мне кажется, на первом этапе после переезда вот поддержка людей, которые остались в России, очень важна. Особенно Да. если тут нету какого-то ближнего круга, который сразу же появится и будет как-то обволакивать. Да, но здесь, понимаешь, проблема в том, что какой-то у меня, когда я только переехала, был какой-то синдром главного героя, что вот я переехала, и вот эти все мои друзья, подруги должны мне сами постоянно писать. Я понимаю, что это неправильно, у меня вот было такое ощущение, что это мне плохо, это я переехала, у них-то ничего не изменилось, у них все хорошо, значит, это все, короче, должно крутиться вокруг меня. Как, наверное, только-только когда я переехала, такое было у меня в голове. И когда это прошло? Через сколько времени после переезда? Я точно не знаю, но, наверное, пара недель, месяц, как-то так. Когда уже мой быт здесь наладился. Хотя иногда все равно, когда мы созваниваемся, иногда я ловлю себя на мысли, что я говорю больше, чем слушаю. Какой или какие самые забавные эпизоды или моменты происходили у тебя за время пребывания тут? Да, на самом деле, каждый мой выход из дома без тебя происходит какой-то забавный маленький эпизод. Но в основном это все связано с моим знанием французского языка, который пока что на, ну, ниже среднего уровня. Почти А2, скажем так. Ну да, наверное. Потому что очень часто, когда я там выхожу в какой-нибудь магазин, особенно в Сунуа, где все-таки английский мало кто знает, тяжеловато, потому что, например, я помню как-то, кстати, это было в Сефоре в Париже, я пришла, я хотела купить себе красную помаду. Я не знаю, может быть, это мы просто друг друга не поняли, или она действительно не знала этого, но суть была в том, что она не могла мне подобрать холодную красную помаду, потому что она не знала, что бывает холодный подтон у красной помады, что для меня просто шок. Возможно, это было какая-то лингвистическое, у нас лингвистическое недопонимание, но в целом такие вот ситуации происходят постоянно, что я могу сказать на французском, но я не пойму, что мне ответят. И из-за этого бывает часто неловко. А какие позитивные и негативные чувства у тебя вызывает Париж? И с чем они связаны? Ну, позитивные чувства, конечно, архитектура замечательная. Хочется, особенно, ну, все красивые туристические места. Да и не очень, на самом деле, туристические, куда мы с тобой заходили. Хочется рассматривать каждый дом, потому что это все очень красиво. Негативные эмоции грязно, действительно. Да, это факт. Да. И меня очень пугает метро. Вот мой максимум в метро, который я проезжала одна, это от станции Сан-Лазар до Шатле. Ну сколько? 3 станции, по-моему. Ну и то, Шатле это тоже тот еще лабиринт. Да, но там я как-то еще наладилась, как мне оттуда. Ксюша кивает. Там я еще наладилась, как оттуда мне выбраться. А дальше я пока не ездила и боюсь, потому что в Москве есть Яндекс Метро приложение, прекрасное приложение, ни разу у меня не было с ним каких-то проблем. Здесь такого нет, и навигация в метро совершенно отвратительная. Куда идти вообще, мне каждый раз непонятно, я обычно просто вот как какой-то глупый котенок иду за тобой в этом метро. Да, да. А по сравнению с Москвой, как думаешь, этот город давит больше на тебя или... Да, конечно. На меня он давит больше, потому что здесь говорят на языке, который я пока что плохо знаю. И вот это ощущение того, что если со мной... Ну, это на самом деле не только в Париже, это в целом про Францию пока что. У меня такое, что если со мной что-то случится, я не получу должную помощь вовремя, конечно, это сильно давит. А как ты оцениваешь свои, скажем так, вообще эмигрантские достижения за время пребывания
за эти 5 месяцев во Франции? Для меня достижение то, что я проехала 3 станции в метро сама в Париже. Я правда панически боюсь этого метро. Ну, блин, каждое какое-то маленькое действие, которое я делаю здесь самостоятельно, для меня достижение, потому что... Вот помнишь, когда я в первый раз вышла одна в буланжери и купила себе круассанчик? Для меня это было маленькое достижение. Да. Когда я первый раз вышла в магазин и купила сама продуктовую корзину, для меня тоже это было маленькое достижение, потому что до определенного момента я боюсь здесь очень много вещей. Да, и вообще пугливая, видимо, какая-то. Но... Ну, мне кажется, что с учетом того, что ты там успела сделать страховку тут, что ты успела всякие миграционные инстанции пройти, Да, ну, о да. которых там вы еще поговорите с Ксюшей, мне это кажется вполне достижением. Да, ну, конечно, безусловно, достижение, как я уже до этого говорила про вот эту всю врачебную историю, что я попробовала телемедицину во Франции. Да. Это была удивительная вещь. Да. Противоречивая. Да, противоречивая и специфичная. Да. Но вообще это не твой первый переезд. Ты уже переезжала из Самары в Москву Да. по учебе. В чем принципиальная разница и сходство с нынешним переездом? Я переезжала из Самары в Москву в 2020 году, то есть это разгар ковида, я закончила тогда школу, я поступила в университет в Москве, и было сильно проще, потому что я переезжала, во-первых, с 2 подругами, во-вторых, у меня уже была подруга в Москве, и в-третьих, я переезжала, ну, частично родители со мной переезжали, то есть они достаточно много времени проводили в Москве, мой первый и второй курс. Конечно, это было сильно проще эмоционально. Все-таки расстояние между Москвой и Самарой не такое, как между Парижем и Москвой. И, тем более, да, так как это был еще ковидный год, у меня первый курс университета прошел, почти что половина прошла в онлайне, и я была в этот момент в Самаре. То есть это был такой, вроде как я в Москве пожила, вроде как я и в Самару еще много приезжала и надолго оставалась, поэтому как раз-таки переезд в Москву у меня был очень-очень плавный. И сильно было проще, потому что я все-таки сразу в академическую среду попала. И... Много людей. Да, много людей, много новых знакомств. И подружилась я там тоже с моей подружкой, одной из, довольно быстро. И, конечно, куча всяких положительных было, скорее, больше впечатлений. Конечно, я скучала по дому, но это совершенно другой уровень, нежели здесь. Ну, мне еще кажется, возможно, я тут зря за место тебя говорю, но когда ты там в Москве, у тебя все равно есть возможность там экстренно быстро уехать в Самару. Даже, возможно, все нормально там у всех, на самолете 1,5 часа, да, на машине максимум 12 часов. Ну, просто вот если хочется экстренно сменить обстановку чисто на выходные, мне кажется... Такая возможность была. И это само понимание, что эта возможность есть, оно сильно как-то облегчает психологический аспект миграции, потому что тут, если ты хочешь куда-то уехать, рвануть, то либо деньги выкладывай, либо терпи. Да нет, почему? Так-то мы с тобой смотрели в Брюсселе 9 евро на Фликсбасе. Ну, просто... понятно, отель, все да, такое. Да, но я думаю, речь больше про то, что должна быть, что ты все равно уедешь один, ты сменишь обстановку, от себя не убежишь, понимаешь? Да. Ты сменишь обстановку, но как бы ты все равно один или там мы с тобой поедем. Это не то же самое, что приехать в родной город. Да. Полумеры. Да. Настя, расскажи про получение визы жены. Что вообще нужно делать девочкам? Какие процессы? На самом деле визу жены получить проще в плане документов, чем туристическую, потому что так получилось, что за 1 год я делала и туристическую, и визу жены. Для визы жены нужно ваше французское свидетельство о браке, потому что российское не котируется. Но я на всякий случай все равно делала нотариальный перевод российского, но вот просто перестраховаться. Также нужна копия французского документа УИ, то есть это либо ID-карт, либо паспорт. И мне кажется, что это было все. У меня такое ощущение. Просто я собирала много документов вот из разряда на всякий случай. И так как я еще после свадьбы меняла фамилию, у меня была отдельная бумага о том, что я о смене имени.
Ее я тоже на всякий случай приводила. Брала, по-моему, тоже свидетельство о рождении, но по итогу, как мне кажется, пригодился, ну, естественно, только мой загранник, livret de famille, это французское свидетельство о браке, и копии документов Луи. Сделали мне очень быстро, по-моему, если я не ошибаюсь, это было 3 или 5 рабочих дня, то есть как бы... Я знаю, что нужно во Франции типа приехать для получения ВНЖ карточкой, прям пожить, сделать всякие остальные какие-то тонкости. Можешь сказать про получение именно карточки ВНЖ? Да, на данный момент у меня пока что ее нет, то есть мое французское ВНЖ у меня сейчас вклеено в загранпаспорт как виза. Для того, чтобы мне получить именно карточку, мне необходимо прожить здесь 6 месяцев из 1 года, чем я сейчас и занимаюсь. И также периодически мне приходят различные письма от французского государства о том, что мне нужно делать. Например, я уже проходила медицинский осмотр. Здесь это, я так понимаю, нужно всем иммигрантам, не только тех, кто там по замужеству переехал. Проходит это следующим образом. Я приехала в медицинский центр миграционный. У меня спросили там мой рост, вес, измерили зрение. Также мне нужно было принести, мне написали заранее о том, что я должна туда прийти, и к этому моменту мне нужно было принести свои справки о прививках, которые мне ставили еще в детстве, ну, в Манту, Коре, вот вся вот эта история. Мы подняли архивы еще в моем родном городе, но все вот это сделали, перевели. И флюорографию тоже я здесь сделала, так как это необходимо было принести. Также, что интересно, мне дали тест на психическое расстройство. Там были различные вопросы касательно и расстройств пищевого поведения, и шизофрения, в общем, абсолютно все. И что немаловажно, мне его дали на русском языке. То есть, как я поняла, у них прям есть бланки с одинаковым тестом, просто на разных языках, для того, чтобы не было никаких недопониманий. То есть, ну, понятно, английский, французский. Я видела там один из арабских языков, ну, то есть вариантов, не знаю точно, и русский язык. Просто я, например, не сдавала медосмотр, когда переехала. Мне показалось, что это как раз вот как-то отличительная черта виз жен и так далее. Возможно, но учитывая, что со мной в очереди стояли, очевидно, не только мужья и жены, то дети? И дети, и просто, ну, как бы, видно, что у них какая-то другая причина переезда. Вот, поэтому здесь уже точно я не знаю. Мне прислали письмо, что нужно прийти, я пришла. Правильно понимаю, что это как-то связано с получением Амели? Нет, это было, как я поняла, не связано, потому что на тот момент Амели либо у меня уже был готов, либо только вот, ну, спустя пару дней он пришел. По-моему, это как-то так было. А когда тебе нужно получать карточку ВНЖ? Вот как раз за 2 месяца до того, как у меня закончится мое нынешнее ВНЖ, мне нужно будет прийти в мэрию, по-моему. А сейчас у тебя виза на год? Да, сейчас у меня ВНЖ годовое. После того, как он у меня закончится, и я получу карточку ВНЖ, я так понимаю, что она будет действовать 2 или 3 года, после чего я уже могу податься на гражданство. Поняла, хорошо. Что вообще нужно для гражданства? Ты планируешь его получать, правильно? Да, я планирую получать. Пока я не знаю, что именно будет нужно. Ну вот именно как жене. Тоже, наверное, упрощенная процедура. Знание французского, наверное? Да, я думаю, что знание французского, снова, возможно, какой-нибудь там медосмотр, какие-то документы. Интеграции. Возможно, какие-то документы, подтверждающие, что у нас неэффективный брак. Ну, то есть, возможно, знаешь, какие-то выписки на один адрес. Кстати, а вот проверяли, что у вас фиктивный или неэффективный брак в процессе получения визы первой? В процессе получения визы нет, но когда я ходила в консульство в Москве, чтобы получить livret de famille, то есть французское свидетельство о браке, у меня было интервью с консулом. Оно проходило довольно в френдли таком формате, то есть просто спрашивали, как мы познакомились, знакомы ли там наши родители, живем ли мы вместе. Ну, в общем, какие-то такие вопросы. Я думаю, что они больше смотрели не на фактические ответы, а на мою реакцию.
Просто, насколько я знаю, иногда спрашивают вообще типа скрины переписок, чеки подарков. Слушай, я такого нет, такого я не слышала. Как минимум для визы невесты, что-то вот такое я слышала. Может быть, не во Франции, но где-то в других странах. Ну, короче, там какие-то Возможно. странные штуки совсем. Но, насколько я знаю, мне нужно будет, по-моему, возможно, как раз-таки мне нужно будет предоставить это за 2 месяца до окончания этой визы, что у нас совместное, что мы живем по одному адресу. То есть какие-то совместные там, выписки, чеки, что-то такое. Как ты учишь сейчас французский язык? Я учу его с бабушкой Луи. Это очень помогает на самом деле, потому что она не говорит по-русски. По-английски мы стараемся не разговаривать, она его более-менее хорошо знает, но как бы для моей большей интеграции мы стараемся все время говорить на французском, что очень помогает, как и просто с ней уроки. Мы с ней занимаемся по 2 раза в неделю по часу. Это именно грамматика. Ну и просто мы с ней разговариваем, и я занимаюсь дуолинго. На самом деле дуолинго мне очень помогает в плане вокабуляра. Это прекрасная вещь. То есть, как мне кажется, все-таки грамматику и постановку речи на дуолинго не выучишь, но в плане языкового... Именно наполнение такого языка. В плане вокабуляра это очень-очень помогает. Мне очень помогло, мне кажется, с листенингом и тоже со словами. Прямо vocabulary сильно вырос. Да. Еще 11 марта как раз я пойду в ОФИ. Это что-то наподобие нашего ФМС. Там у меня будут проверять уровень языка. И вообще интеграцию во французскую культуру. А не рано? Я думаю, понимаешь, это не то чтобы тест, что вот я плохо знаю французский, меня выгонят из страны, это не так. А просто, скорее, нужно ли меня направить на какие-то курсы для мигрантов, для интеграции, собственно, или улучшения языка. Я уже проходила пробные тесты. Там, по-моему, около 20 вопросов на грамматику. И, ну, вот именно письменных. Сложные? На самом деле нет. То есть из 20 вопросов, по-моему, у меня было а-ля 3 или 5 ошибок, что-то такое, учитывая, что мой французский пока не вау. О, вообще хорошо. Да, и там похоже, кстати, в дуолинго как задание что-то похожее. И также там были вопросы, я так понимаю, что это уже человек будет меня спрашивать, что-то из разряда «назови 3 президентов Франции», «назови 5 известных людей во Франции». Ну, то есть про культурные такие вещи. Так что вот 11 марта пойду, будут меня тестировать. Отлично. Я не знала, что есть так настолько типа поддержка и могут предложить что-то. Насколько я понимаю, да. Какие планы дальше? Я знаю, что ты едешь скоро в Россию. Как ты думаешь вообще о жизни? Может, планируешь что-то? Ну, в Россию я сейчас вернусь ненадолго, я вернусь только закончить обучение, получить диплом, потому что все-таки я хочу присутствовать на защите. И как только я это все закончу, у меня еще у друзей будет свадьба, отгуляю и вернусь сюда уже на неопределенный срок. Из прям ближайших планов это мы планируем поездку в Лион через пару недель на день рождения Луи. И вот когда я уже вернусь летом, хочется продолжить по возможности наше путешествие по Франции, потому что мне очень хочется посмотреть здесь все, что возможно. Что насчет дальнейшей жизни в целом? Ты сказала про гражданство. Хочешь ли ты получать здесь образование, работать? Насчет магистратуры здесь я пока не уверена. Я немножко устала, честно говоря, учиться в бакалавриате. Хочется попробовать поработать, но я не знаю, насколько мне здесь будет возможно работа полноценная. Поэтому хотя бы стажировку, конечно, хочется, чтобы... Ну, как бы я считаю, так должно быть в моей, по крайней мере, жизни, что я закончу бакалавриат, я несколько лет поработаю, посмотрю, что мне на практике уже более интересно, на каком месте я себя уже конкретно вижу, и тогда уже получать магистратуру по какой-то более узкой специальности. Вот как-то так я, наверное, планирую. Может быть, не магистратуру, но какие-то
дополнительные образовательные курсы или альтернанс. Мне, конечно, нужно будет побольше поизучать про это, но, как я понимаю, это программа, которая позволяет получить а-ля магистратуру или второе высшее, что-то такое, и при этом работать, если я правильно понимаю. Вот это, конечно, наверное, было бы для меня идеальный вариант. Что сделаешь первым делом, когда вернешься в Россию? Почему скучаешь больше всего? Я приму ванну. Мне очень не хватает ванны. Конечно же, обниму родителей, увижусь с друзьями, поем русскую еду. Не хватает мне. Конечно, еда здесь просто потрясающая, качество продуктов во Франции потрясающее, но не хватает мне чего-то родного. Плюс, не знаю, стоит в этом признаваться, нет, я очень хочу поесть во вкусной точке. Потому что... Это откровение. Потому что меня душит жаба есть Макдональдс здесь. Макдональдс какой-то необоснованно дорогой, он здесь, честно говоря, поэтому я жду вкусную точку. Понимаю. Вот. Планируешь ли ты получать гражданство? Ты сказала, что в течение 2-3 лет, правильно? Нет, 2-3 года, около того, мне нужно пожить здесь, чтобы претендовать на гражданство. Но я знаю, что если я не буду жить здесь, то с этим ВНЖ мне нужно будет 5 лет. То есть, если ты живешь во Франции, ты можешь ждать там 2-3 года. Если ты не живешь во Франции, то 5 лет, перед тем, как подаваться на гражданство. То есть вопрос интеграции именно. В ближайшие 3 года ты планируешь посвятить интеграции для того, чтобы и карьеру построить, Да, и язык да. выучить, и так далее. Вот. Я не хочу загадывать, особенно после 24 мая я вообще стараюсь ничего не загадывать. Но, по крайней мере, как я вижу ближайшую свою жизнь, что да, как минимум 2-3-4 года я точно буду здесь. Я думаю, что на этом наш выпуск заканчивается. Настя, спасибо тебе огромное. Мне кажется, было это очень интересно и будет полезно для тех, кто тоже планирует переезжать благодаря своей истории любви. Вам спасибо. Все не так страшно, как кажется. Трудностей много, но все они преодолимы. Да. Ура! Ну вот и все.